В этом выпуске вы увидите главную туристическую мекку Перу Мачу-Пикчу и достопримечательности священной долины инков. Друзья, мы решили остановиться на несколько дней и снять апартмент в городе Куско. Вот наш апартмент, сейчас покажем. Итак, это небольшая квартира. Ой, Оля уже здесь. Вот, приготовила обед. Значит, гостиная с панорамным видом на город. Красивый вид на страшненький город. Ну, такие все города Южной Америки. Здесь кухня, столовая зона. 3 спальни. Ну, мы, конечно, 2 не пользуем, а одну используем. Ну, довольно-таки просторно. Тоже с панорамным видом. Все так видно далеко, красиво. Телевизоры тут, зеркала. Ну, мы, короче, заехали дня на 3. 2 туалета, душа. То есть все прилично довольно-таки сделано. Стоит это удовольствие $50 в день. Самое главное, что здесь есть стиральная машина и панорамный вид. А сегодня пойдем гулять. Вот перед нами находится вот здесь вот как раз исторический центр. 10 минут пешком. Зайдем в магазины, закупим еды, нам нужно закупить, потому что мы уже всю нашу поели. А вечером у нас из окна открывается вот такая шикарная ночная панорама на город Куско. Все в огнях. Друзья, мы доехали до древней столицы инков, город Куско. Здесь мы уже 4-й день. Выбрались вот в центр погулять. Пытаемся добраться до Мачу-Пикчу. Но все билеты проданы аж на 2,5 месяца. Такого раньше не было. Поэтому попадем ли мы туда? Большой вопрос. Народу столько много, как никогда. Я здесь уже 3-й раз, но столько туристов еще не видел. Мы будем гулять по Куско, планировать наши дальнейшие действия. В принципе, все здорово, классно. Автобус у нас на ходу. Погода прекрасная. Вперед! Куско был столицей империи инков в течение 200 лет, но раскопки показывают, что люди жили здесь еще 3000 лет назад. По одной из версий, Куско в переводе с языка индейцев кечуа означает «центр мира», «пуп земли». По другой версии, это место пепла, то есть место, где совершались ритуальные жертвоприношения. Испанцы после завоевания строили свои дома на фундаменте прежних строений. Камни для своих храмов конкистадоры брали, разбирая кладку инковских зданий. Одним из таких зданий является дворец архиепископа Куско. Он построен на части каменной стены дворца инков. В основе здесь лежит 12-угольный камень. Как вы видите, 12 углов. Все очень плотно соприкасается. Нет никакого клея, ничего. Как вот они это делали? Видите, выпукло все. Что-то да. Это прошло 1000 лет, это уже дырка стала, а было все очень вплотную. Дорога до Мачу-Пикчу представляет собой небольшой квест. Добраться туда можно только на поезде. Так как билеты на поезд неоправданно дорогие, то народ выбирает часть пути проехать на туристическом автобусе, по дороге посетив несколько интересных мест. Вся дорога идет по священной долине инков, и одной из достопримечательностей является Салинас де Марас – соляные копи. Инки спроектировали и построили удивительную систему каналов и колодцев, которая питала вода из находящегося поблизости горячего источника. Жаркий сухой климат этих мест быстро приводит к испарению воды, которая оставляет после себя только соль, оседающую на стенках колодцев. Соль со стенок колодцев и сейчас собирается и сортируется вручную. На самом верху образуется первоклассная соль, дорогая, а внизу самая дешевая. Многие соляные резервуары принадлежат одной и той же семье на протяжении поколений, переходя по наследству. Один соляной бассейн в месяц производит около 150 кг соли, но сбор ее очень тяжелый и кропотливый труд. Ведь Салинас де Марас состоит из более чем 3000 соляных террас.
А следующая достопримечательность – таинственные круговые террасы Марай. На первый взгляд Мурай выглядит как необычный амфитеатр, но эти террасы были построены инками как сельскохозяйственная лаборатория. Каждая из террас имеет свой собственный микроклимат в зависимости от глубины, на которой она находится. Согласно исследованиям ученых, террасы Мурай использовались инками для выведения и разведения новых сельскохозяйственных культур. Но самое удивительное, что на каждой террасе естественным образом поддерживается собственная температура, и чем глубже, тем выше температура. Таким образом можно было разводить совершенно разнообразные овощи и корнеплоды. Мы приехали в капсульный отель, в котором была Настя Ивлеева в Орле и Решке в Перу. Вон они очень высоко, они туда забирались. Сейчас пойдем искать бутылку. Они оставили здесь бутылку со $100. Идем искать под лестницей, где начинается подъем в отель. Под лестницей. Может, с той стороны лестницы-то, с той стороны. Под вагончиком. Ты сможешь? Мы ищем. Да не ключ. Мы ищем $100. Сейчас он увидит, найдет. Или я вот здесь поищу сейчас, может быть здесь, где-то с этого края. Здесь за $100 нашли бутылку вина. Это самое плохое. В последние минуты мы успели прыгнуть на поезд, который идет в сторону Мачу-Пикчу. И примерно минут еще через 40 мы туда приедем. Заночуем в отеле. И завтра утром поднимемся к известнейшей достопримечательности Перу. Мы едем вдоль притока Амазонки. Вокруг нас огромные красивые горы. Оля устала. Сегодня с утра были в дороге. Посетили несколько достопримечательностей по пути. Друзья, мы доехали до Мачу-Пикчу. Вот на этом поезде, такой очень похож на детскую железную дорогу. Ехали мы 1,5 часа, его мотало, но мы уже здесь. Сейчас мы идем покупать билеты на завтрашнюю экскурсию, вот. А потом будем искать отель. Чтобы купить билет, надо простоять вот такую очередь. Но у нас уже есть билетик. Мы пришли вовремя. Сейчас всех вызывают. Скоро и мы пойдем. Итак, друзья, у нас все получилось. Завтра утром мы едем в Мачу-Пикчу, поднимаемся. То есть билеты мы купили, оставили огромную очередь. Но было быстро, в принципе. Стало очень дорого. Поездка сюда из Куско и обратно нам обошлась примерно в 400 евро. Ночевка была обязательно. Поэтому плюс поезд, плюс дорога, плюс различные билеты, автобусы, отели. 400 с лишним евро. Капец. Проснулись сегодня утром и пошли к 11 на остановку. Очередь уже собралась небольшая, но будет еще больше. Вот мы с вами, в принципе, в начале. Походу у нас все получится. С Мачу-Пикчу мы нашли нужную информацию, купили билеты. И через час у нас отходит автобус из этого маленького городка, который находится у подножия гор, зажатый вот так вот
Здесь очень классно, такой туристический весь, ресторанчиков, кафе, отели. Наш отель, кстати, был очень прикольный, тепло, не замерзли, классный душ, это очень важно в Перу. Вот. К сожалению, мы не взяли с собой плавательных принадлежностей. Здесь есть термальные источники классные такие, но мы туда не пойдем, потому что уже времени нету, поздно о них узнали. Маршрут до Мачу-Пикчу на автобусе примерно минут 20-25. Автобус поднимается по такой извилистой дорожке в гору. Часа 2-3 мы пройдем в Мачу-Пикчу, потом спустимся обратно в этот городок. Поезд из него до следующей станции у нас 8 вечера. Ехать 1,5 часа. Там стоит наш автобус. Там мы проведем ночь и двинемся дальше по Перу. Здесь очень много собачек разных. Местные собачки. Смотрите, какой у нее чуб. Итак, друзья, мы уже взлетели из этого поселка и летим на направлении Мачу-Пикчу. Вот, через минут 20-30 будет посадка и начнется наша экскурсия по Мачу-Пикчу. На связи. Слушаем, смотрим. Uy, qué hermosa. Qué hermosa. Мы приехали вот с самого низа, правее там внизу видно автобусы идут. За этой горой справа находится деревушка, зажатая в эти горы. Представляете, какие горы высокие, резкие такие. А это вход на Мачу-Пикчу уже. Все, Мачу-Пикчу мы добрались. Ура! Вперед! Ура! По моим наблюдениям, приезжать на Мачу-Пикчу лучше утром с первым автобусом. Тогда можно побродить по туманным улочкам в уединении. Либо уже к обеду, когда основная масса народу схлынет. Многое зависит от погоды, она очень изменчива. На данный момент ограничений на пребывание там нет, поэтому можно остаться на весь день. Запускать дрон здесь запрещено. Везде стоят люди со свистками. Но мы рискнули, и у нас получилось запустить дрон на пару минут. Более 100 лет назад, в 1911 году, один из американских путешественников обнаружил эту деревню, случайно пролетая на самолете. Вот, так как местные жители ее тщательно скрывали. Но скрыть не удалось. И после того, как ее обнаружили, она стала достоянием человечества. Народ повалил гурьбой, и толпы туристов становятся с каждым годом все больше и больше. Я здесь уже 3-й раз, и когда был первый раз лет 16 назад, тут можно было ходить, гулять свободно. Сейчас все ограничили четко, сделали различные маршруты, все веревочки обтянули, зайти никуда нельзя. Стало абсолютно не так интересно, как это было раньше. Вот. Сейчас мы зайдем в саму деревню, посмотрим эти домики изнутри. Никто не знает, почему инки покинули это место. Но 100 лет назад, или даже больше 100 лет назад, здесь жили, поселились крестьяне какие-то местные. Вот. Немножко все порушили, но сейчас все восстановили, как смогли. Да, смотрите, какая кладка. По другой версии, американский ученый искал город Вилькабамбу.
куда по преданиям инков были вывезены многие сокровища и мумии правителей. Он ходил по городам в надежде встретить какой-то след этого города, но встретил мальчика, несущего керамический кувшин. Будучи ученым, он сразу понял, что кувшин непростой, и спросил у мальчика, где тот его взял. Взрослые жители скрывали этот город, но мальчик по своей простоте рассказал и показал, где находится Мачу-Пикчу. Мачу-Пикчу настолько укромно спрятан в горах Андах на высоте около 2500 метров над уровнем моря, что до него не смогли добраться даже испанские колонизаторы. Лама заинтересовалась Олей. Нет, не очень заинтересовалась. Пошла к другим туристам. Все капец им, этим американским пенсионерам. Сейчас съест заживо. Страшный зверь. Something that told them. Don't be afraid when but if they wanna bite you, you just push it, okay? Видите, какая толщина стен была? Около 80 сантиметров. Хотя можно было бы и меньше сделать. Но тем не менее делали такие огромные стены. Также и там, где окна, такая же ширина. Вот. Выкладывали прямо как будто здесь шторма. Насколько нам известно, здесь жило около 1500 человек. Но, возможно, это место использовалось для ритуалов. Всем туристам показывают эту кладку, которая невероятно ровная, до сих пор сохранилась. Никаких цементных растворов не нужно между камнями. Они очень плотно пригнаны друг к другу, что даже волос не пролезет. Как это было сделано, непонятно. Ученые только гадают. Как они их сюда вообще поднимали на эту высоту? Вес некоторых камней достигает 180 тонн. Да. Причем непонятно, зачем они делали так вырезы в камнях и потом подгоняли другие, когда проще было, наверное, сделать их прямоугольными. Вот такой высоты камни. Выше человека. Да. Огромные валуны. Постепенно Мачу-Пикчу превращается в Диснейленд. Наделали разных лестниц, сделали время визита только с утра с 7 до 10, то есть там находится алтарь, самое такое интересное место. Его просто закрыли и сделали вход 3 часа в день. Я спросил у служащего, почему закрыто. Я заплатил и хочу пройти посмотреть алтарь. А он мне сказал, говорит, знаете, там стена рушится. И поэтому туда закрыли вход. Я говорю, а вот с утра почему-то можно, с утра стена не рушится, заходить можно. Он говорит, ну да, она рушится, говорит, после обеда, говорит. И все. И на этом нас не пустили туда. Но можно посмотреть, обойти в обход и как-то там увидеть. Сейчас пойдем Мы посмотрим. сейчас подойдем как раз с этой стороны, где она рушится, то есть, дай бог, не обрушится. Я уже устала, мы гуляем уже 3 часа, наверное. Нет, 4-й час уже 4-й пошел. час. И мы еще не обошли все. Окружающие горы, природа настолько здесь потрясная, что невозможно оторвать глаз. Алтарь находится наверху, но все, нам хода нет. Туда все перегородили закрыто. веревочками, блин. Вообще, столько денег отдать и это. Хоть он сказал, обойдите и попытайтесь оттуда посмотреть, ничего не видно. На глыбу, которая отваливается якобы. Чтобы использовать площадь для выращивания растений, они делали террасы. И на них выращивали различные овощи, фрукты, что там еще выращивали. Да, и поэтому, когда поливали, то вода не стекала, а оставалась вот так на этих вот грядочках. Вот так выглядели крыши. Здесь есть пару домиков восстановленных.
наглядно, чтобы было видно. На окраине Мачу-Пикчу находятся 3 горы. На них можно было подняться раньше спокойно, тоже за какую-то плату небольшую. Но сейчас они все перегородили, и только 2 группы в день по 200 человек каждая пускают с утра. Посмотрите, какая огромная. Вот моя рука. Вот она, если вот так положить, ну, вот такая вот гигантская. Красные лапки, такая интересная. Очередной алтарь. Фон. Все позакрывали. Некуда зайти даже. Как можно видеть, нижняя часть кладки очень плотная, а верхняя, она уже такая разбор. То есть верхняя часть, она была разрушена. Это уже делали после того, как обнаружили это место. Но не смогли даже близко приблизиться к уровню инков. Непревзойденное качество инка-кладки. Но это уже не они. А вот это уже клали то, что разрушенное было, восстанавливали. Реставрация. А вот здесь видно. Четко видно. Снизу инки, сверху мы. А в этом месте находилась обсерватория. Эти 2 емкости были сделаны для того, чтобы следить за звездами, луной. Вот так рассказывают эти басни туристам. Что было на самом деле, никто не знает. Но красивые истории всегда приветствуются. Это строение относится тоже к обсерватории. Для чего такая была высокая стена, непонятно. Посередине вот этот монументик, неясно. Сделали вот такой вот гвоздь. А для чего? Возможно, диван. Возможно, гигантский диван. Навернется, ветром сломается. Видно, что осталась оригинальная кладка еще. Как они это делали, никто не знает. Это просто невозможно. У них даже не было металлических инструментов никаких в то время. Вот еще одно место. Это тоже очередной алтарь. Я помню, что название то ли с орлом, то ли с кондором было связано. Но туда уже не пускают и не пройти, не посмотреть вблизи. Когда ты еще приезжал, ходил в тумане, один по этой деревне, никого не было. Когда ты заходишь, ты в первом автобусе приезжаешь рано утром. Вот это кайф был. Это верхняя часть Мачу-Пикчу, а есть нижняя. Она еще разрушена и не восстановлена. Постепенно восстанавливаются, как видите, разрушенные стены, ступени. Вот. Мы говорим до свидания, Мачу-Пикчу. Несмотря ни на что, нам здесь очень понравилось. Классно. Супер вообще такая атмосфера, вообще просто бомбическая. Посмотрите, что за нашей спиной, какие горы, просто вообще что-то нереальное вообще. Это же надо такой природе создать. Уставшие и счастливые, мы спустились обратно в деревушку. До поезда нам оставалось еще пару часов. Мы решили поужинать и запустить дрон. Друзья, мы приехали сегодня в интересное место, называется Олантайтамбо. Здесь тоже строение, как в Мачу-Пикчу, все такое, но очень интересное дополнение – это каменоломня. В прошлый раз я завис здесь, наверное, на час, разглядывая камни, не понимая, как их так сделали ровно, гладко.
Мы сейчас пройдем и посмотрим. И я вам покажу, что меня так удивило. Вперед! Народ стремится туда наверх, а мы идем в это укромное место, каменоломню, так как там для меня более интересное. Здесь у нас альпаки гуляют, как обычно. В каменоломню кроме нас почти никто не идет. Но я-то знаю, где самое интересное. Хотя у всех свои гиды, они наверняка им все рассказывают, показывают. А мы сами по дороге в каменоломню встречаются вот эти восстановленные руины. Здесь тоже много террас. Хотя я не знаю, насколько они оставили в том же виде, как это было лет 8 назад. Надеюсь, что там будет на что посмотреть. Перуанцы все поменяли, убрали все, что было в прошлый раз. Не знаю куда, может найдем еще. Но вот остались тут некоторые артефакты. Если можно увидеть, как они в скальной породе выбирали плиты. Это непонятным образом, потому что ямка, она ровная. То есть, ладно, там по краям обрезать квадрат, но вынуть из породы ровный, с ровными окончаниями, задней стенкой особенно, вообще не представляется возможным, как это вообще происходило. Здесь немножко вот видно, конечно, вот эти вот вырезы. Особенно заметно в этом месте из скалы вынуты ровные, абсолютно ровные части. Видите, да? То есть выемка, как оттуда вырезали. Кто может сказать? Есть какие-то догадки, так как ученые не понимают, как они это делали с таким инструментом, который у них был. А было у них немного. Такие же выемки есть вон там выше, но там уже не так заметно. Делайте свои предположения. Здесь четко видно эти выступы сверху, к которым предположительно крепились какие-то инструменты, которые позволяли так ровно резать эти плиты. Но никто не знает, технологии утеряны, улетели обратно к звездам, либо запрятаны в глубинах. А тем временем современные потомки инков, перуанцы, сеют на тех же местах, где раньше сажали свои растения инки, капусту и другие овощи. Наглядно видно, как они используют эти террасы, подготовленные их пра-пра-пра предками. Мы поднимаемся вдоль террас уже высоко. Мы ушли от толп туристов по тропам инков, удалились в дальние уголки этой деревушки. Здесь еще остались небольшие развалины и какие-то уже собранные, восстановленные строения. Оле сегодня нехорошо, кружится голова, и поэтому идти рядом с пропастью очень сложно, поэтому по стеночке. Сейчас я тебе помогу. Идем мы по этой узкой тропе, по краю пропасти. Держись, солнышко. Но тропы инков сделаны на славу, ничего не обсыпается, достаточно устойчивые, вид потрясный во все стороны. Оленька в очередной раз не послушалась и взяла в руки плод кактуса.
И все пальцы теперь в тоненьких иголках, невозможно которых вытащить. Кактусы спелые были, вкусные, но мы их не стали есть. Лучше на базаре купим. На вид вроде бы гладкий, вроде бы берешь аккуратно, ничего нет. Но он весь полностью просто ворсинки малюсенькие, а это все вот такие занозы. Теперь все пальцы у них. Но пахнет очень вкусно. Оля, не послушала знатока. Все. Вот здесь мы могли подойти близко и рассмотреть, насколько все ровно сделано. И это уже прошли тысячи лет. До сих пор задняя стенка все ровная, абсолютно углы. Вообще, как это сделалось, непонятно. Есть какие-то соображения, как мы выпилили вот такие камушки? Да, Оля? Вот у Оли есть... У Оли есть свои эти... Здесь тоже была стена, тоже выпилена. Вот осталась пипка, к которой крепился неведомый инструмент. И здесь тоже пипка осталась. Вот эта тоже стена выпилена, отпилена. Почему не трескалось? Да, эти плиты почему-то они были такие вот, как эти камни. Они не трескались, они не лопались там или еще как-то. В этом месте сохранилось оригинальной кладки инков гораздо больше, чем Мачу-Пикчу. Посмотрите, как все ровно закреплено, без каких-то растворов и так далее. А это современная европейская кладка, какой мы видели во многих крепостях, дворцах в Европе. И сравните инки, что наделали. Вы только посмотрите, раз, уголок сделали без проблем. Что-то там не так пошло, да без проблем. Приделаем любую конфигурацию. Видали? Или вот здесь то же самое. Ну, немножко угловатый камушек попался, да без проблем. Мы этот подрежем, тут подожмем, все, и сделаем ровно. И внешнюю канты. Итак, друзья, мы забрались на самый верх, а здесь наверху у них была не только крепость, но и большой храм. А храм был построен из огромных плит. Как они сюда корячились и тащили, мы не знаем. Но вы только посмотрите, какие они огромные здесь плиты. Вот эти камни тут лежат. Все, соответственно, вырезаны ровно. Вы только гляньте, какие огромные монолиты здесь стоят. Непонятные выпуклости на них. Наверное, как-то их сюда тащили при помощи этих выступов. Вот, видите, как вырезали все ровно. А вот это вообще нечто. Это вообще ни в какие ворота не лезет. 5 метров в высоту. Вот такие вот исполины. Абсолютно ровные. Между ними тоже нет стыков. Это спустя уже тысячи лет. Как это все напоминает немножко Египет, где тоже большие блоки. Но там были более развитые люди. Цивилизация знала колесо и многое другое. А здесь вообще непонятно, какие огромные. Посмотрите, какая плита. Итак, версия Оли. Моя версия, это были огромные люди. Это были люди-великаны, атланты, возможно, да. Вот этот размер для них был, как для нас, кирпич либо блок. Поэтому те глыбы огромные, 4-5 метровые, ну сюда никак невозможно было бы доставить. Ну вот, которые сверху глыбы мы смотрели, ну как все доставить можно было простому смертному? Ну да никак. Или, как она говорит, инопланетяне. Возможно. Да, мы. Сверху открывается отличный вид на парковку, где мы запарковали наш автобус. Вот он посредине. А в следующем выпуске
Пустыня Наска, гигантские геоглифы, а также случайно обнаруженные нами неопознанные взлетные полосы. Подписываемся, ставим лайки. Впереди много неизведанного.